Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать эту активную неделю, в которой у нас с вами будет новолуние в Раке. И это новолуние зарядит нас на ближайший месяц до коридора затмений с 12 по 28 августа. И да, если рассматривать в целом эту неделю, то у нас новолуние уже сказала, но в целом у нас эту неделю точная оппозиция Юпитера с Плутоном, а это очень мощный, властный, очень сильный и противоречивый конфликтный аспект, поэтому будем аккуратны в восприятии новостной повестки, потому что здесь, конечно же, очень большой объем энергии, но ее нужно реализовывать. Поэтому если вы не реализуетесь, а просто реагируете на новости, неделя будет странной. Вообще, в целом, Юпитер в оппозиции с Плутоном, но гармоничные аспекты у них с Ураном, с Марсом, с Нептуном. То есть эта история очень хорошая и выигрышная финансово, но здесь нужно, конечно же, договариваться, двигаться вперед, пробивать, не тормозить, вкладываться очень много сил, вливать в свою работу, в свою деятельность. И если вот захочется что-то такое сделать, опять же, напоминаю, захочется на этой неделе еще выйти из отношений, сказать: я устал, я ухожу, или я устала, я ухожу. Здесь как мужчины, так и женщины будут уставать, потому что Венера всю неделю в квадратуре с Марсом, и еще две эти планеты в квадратуре удерживает Уран. Поэтому здесь и мужчины, и женщины могут чудить одинаково, приходит такая усталость, у кого-то желание свободы, все бросить, освободиться, уйти из рабочих финансовых отношений, либо уйти в финансах в отрыв. Напоминаю, что с 9 июля Венера у нас в знаке Девы до 7 августа. И это время, очень нужное время для рациональных покупок. Например, приобрести сейчас нечто нужное и нечто важное для себя, что, например, пригодится вам осенью. Ведь кто уже смотрел мои гороскопы на лето, я там говорила, что у нас с 3 октября, я всегда забегаю вперед, но у нас 3 октября период ретроградной Венеры. И фактически мы с сентября уже будем чувствовать это настроение до окончания 2026 года. Поэтому с покупками, с финансами будет дальше все сложнее. Тем не менее, полезные траты начинаются уже сейчас. Составьте себе очень четкий, понятный список для того, чтобы финансы не улетели туда, куда нужно. И да, неделя, в которой аспекты способствуют на переезд, на иммиграцию, на улучшение качества своей жизни. Даже если вам захочется что-то бросить и от чего-то отказаться, либо обстоятельства подводят вас к тому, что нужно выбирать дальнейший путь в своей жизни, в карьере, пожалуйста, не делайте это импульсивными, поспешными решениями. Будьте аккуратны в своем выборе, будьте ответственны в своем выборе, потому что сейчас на ближайший месяц действовать нужно очень четко и не на эмоциях, чтобы себе не навредить. Также неделя очень хорошая, например, для запуска каких-то новых проектов, новых дел, осваивать IT, программирование, все инженерные профессии, математические, физические. То есть очень активный Уран, поэтому все, что связано с разработками, с новым, с техникой, неважно любой, здесь, конечно же, очень хороший момент для того, чтобы это осваивать, экспериментировать, пробовать. Будьте аккуратны со своими финансами. Еще раз, не вкладывайте в какие-то непонятные истории, потому что тенденция будет хотеться сделать многое. Меркурий по-прежнему на этой неделе ретроградный, но он в соединении с Солнцем, когда у нас будет внутренняя эмоция договориться там, где мы договориться не могли. Также Солнце в соединении с ретроградным Меркурием находится в Раке, при всем при этом
именно эту неделю они будут в квадратуре с Сатурном. И эта история как раз-таки, где не получалось ранее договориться и что-то решить, поставить себе цель, план. Здесь картинка станет более четкой и понятной, потому что Сатурн приземляет. Также все те, у кого зависли вопросы с приобретением недвижимости, ретроградный Меркурий как раз-таки эту неделю и до 24 июля будет помогать. Поэтому, дорогие, все те, кто долго ждал, боялся, волновался и думал, что вам это не надо, не получается, или вы думали, что с первого раза не получилось, не судьба, а я вам говорю, делайте в период ретроградного Меркурия, пока он еще в раке, и приобретайте себе недвижимость. Ну что, дорогие, сейчас буду рассказывать про каждый день. И, пожалуй, один из самых сложных, в тот момент, когда мы устали, это понедельник, 13 июля. Луна находится в знаке Рак, при всем при этом в гармоничном аспекте с Венерой, но в напряжении с Нептуном и Сатурном, которые находятся в Овне. И вот это напряжение как раз-таки напряжение от эмоций, напряжение от дефицитов, напряжение от сложных ситуаций, которые давят. Если у вас есть вопросы, нерешенные с работой, подождите чуточку, будет новолуние, и все-таки новолуние у нас в раке. А рак это хоть и мягкий считается, да, но рак это все-таки кардинальный знак. И если решение принято, то уже действовать будете вы увереннее, серьезнее, то есть идти согласно своему плану. Потому что многие сейчас на самом-то деле не могут принять решение, что же делать далее, находятся на каком-то распутье, не понимают, что же здесь нужно дальше. Кто-то по чутью, кто-то по интуиции, кто-то согласно фактов пытается апеллировать. И здесь нет хороших и плохих. Включайте свой ум, мозг, здравый смысл, свои реалии жизни, потому что нас сейчас Венера в Деве просит смотреть, хочется увидеть красивую картинку, но лучше смотреть на реальность своих финансов, своих навыков, талантов, компетенций в том числе, потому что Дева это не только красивый знак, это, во-первых, земной знак, это еще знак четких последовательных решений, основанный на знаниях, на интеллекте. Управляющая планета Дева это все-таки Меркурий. И да, понедельник день такой сложный. Если хочется как-то полежать, отдохнуть, полежите, отдохните. Только не растворяйтесь в эмоциях, потому что наступит вторник, 14 июля, и уже у нас будет новолуние. Солнце в соединении с Луной, в соединении с ретроградным Меркурием. И по чуть-чуть вся эта композиция из аспектов будет двигаться в сторону к соединению с Юпитером, который находится в знаке Льва. А эта история, когда захочется большего, когда захочется масштаба, расширений. В новолунии еще широкая квадратура у Солнца, Луны, Меркурия ретроградного с Сатурном, когда мы еще чувствуем вот эту усталость, когда мы понимаем, что у нас есть какие-то дефициты, долги, какие-то вопросы, проблемы нерешенные, связанные с работой. Так вот здесь уже будет более, эмоции уйдут, будет такой более понятный план, потому что Сатурн всегда приземляет. И Сатурн в Овне это то, что способствует нас к дальнейшим действиям. Кому будет хорошо в это новолуние, конечно же, будет хорошо раком, потому что такой момент и есть как раз-таки принять решение. Кому будет еще прекрасно, это девам, это скорпионам, естественно, это рыбам и тельцам. То есть овнам, козерогам и весам здесь будет, конечно же, момент такого принятия решения большого, которое не дастся в легкости, скорее всего, обстоятельства подтянут для того, чтобы принять решение, например, на сложных эмоциях, но, по крайней мере, захочется двигаться, идти вперед, развиваться, от чего-то отказываться, было бы хорошо отказаться,
от своей линии бездействия и наоборот пойти в движение, в масштаб, в развитие, да, потому что на следующий день, да, у нас 15 июля Луна в соединении с Юпитером уже во Льве, когда нам хочется очень много, невероятно много, гармоничный аспект с Марсом, с Ураном, когда мы готовы делать очень много, когда мы готовы общаться с большим количеством людей, потому что Марс и Уран у нас находятся в близнецах, когда нам захочется выступить перед публикой, когда нам захочется, кому-то захочется переехать, потому что здесь гармоничный аспект с Нептуном, это очень хороший аспект тоже движения. Гармоничных, приятных событий в этот день захочется, потому что Нептун в гармоничном аспекте дает те самые мысли, когда мы хотим выйти замуж, жениться, завести ребенка, расширить свою недвижимость, в том числе кем-то стать. Работа в творческой профессии тоже будет давать свои определенные начала, поездки, переезды, иммиграции в том числе. Здесь очень хороший для этого аспекта. Естественно, все это не будет просто так, потому что еще Луна будет в оппозиции с Плутоном, который Водолей, и это аспект таких больших внутренних противоречий. Но Луна в оппозиции с Плутоном – это всегда аспект такой внутренней эволюции, аспект такого большого, мощного выживания, когда мы на чашу весов ставим то, как мы сейчас живем, и то, как мы хотим жить. И в этот день, 15 июля, у нас будет очень много сил для того, чтобы начать делать, реализовывать то, что хочется. Это среда, чего я на самом деле многим и желаю. Очень загорятся львы, очень загорятся водолеи первой декады. И здесь нужно, конечно же, вам, дорогие, двигаться вперед. Это могут быть не совсем легкие эмоции, но которые, тем не менее, сподвигнут вас на какие-то большие действия. На кого еще будет так напряженно влиять? Это Телец первой декады и это Скорпион первой декады. Вот здесь как раз-таки вы 15 июля проснетесь. И здесь было бы хорошо, если бы в этот день вы сделали нечто, хоть и на напряженных аспектах, но, как правило, напряженный аспект – это всегда все то, что нас вытягивает, выталкивает на силу и из того уклада жизни, в котором мы живем, и в котором по факту мы не получаем того, чего хотим. Идем далее. Четверг, 16 июля, Луна в знаке Лев, уже в гармоничном аспекте с Сатурном. Очень хорошая история с документами, с бюрократической историей. Очень хорошая история как раз-таки побороться со своими страхами, потому что Луна еще в гармоничном аспекте с Лилит. Где боитесь своего успеха, где боитесь своего карьерного роста, где боитесь своих состояний, когда просто сидите, ничего не делаете. Вот здесь хорошо бы убрать из себя лень, включить своего внутреннего профессионала и начать двигаться вперед. Хороший день выступать на публике, если не страшно, хороший день идти в новую работу, подписывать документы основательные, например, да, работать со своими внутренними ограничениями, показывать себя, опять же, рекомендовать себя и быть ответственным специалистом. Очень хороший для этого день 16 июля. 17 июля, 17.07, это пятница. Хотелось бы мне сказать, что день очень легкий, простой, но Луна у нас уже в знаке Девы, в соединении с Венерой. И эта история очень такая четкая, материальная, приземленная, когда мы начинаем считать. Считать деньги, считать факты, за, против, плюсы, минусы. При всем при этом Луна в соединении с Венерой в квадратурах с Марсом и Ураном. И здесь можно легко уйти в закат. Если нам не понравится та картинка, которую мы увидели, очень легко сказать: все, я устал, я ухожу, мне это все надоело. Момент, когда мужское и женское в нас будет ругаться, либо мы будем ругаться со своими вторыми половинками, когда в нас мужское и женское ругается, это наш внутренний профессионал и человек, который любит полениться, да, то есть здесь два таких момента, которые нужно понимать. А так, конечно,
Из минусов чрезмерный хайп может навредить. Это пятница 17, потому что Луна в квадратуре с Ураном, а это всегда тот эффект, который мы не ожидаем. То есть чрезмерный хайп может принести нам абсолютно испорченную репутацию. Поэтому здесь будьте аккуратны в этот день, будьте аккуратны за рулем. Травмоопасный день, Луна еще и в квадратуре с Марсом, с Ураном, то есть травмоопасный день, в день, когда можем наговорить глупости. Поэтому будьте максимально честными и рациональными, то есть не уходите в какие-то эмоции. День, когда можно на эмоциях сделать очень много неприятного. Например, среда и четверг, на этих эмоциях можно ракетой в космос улететь, и будет все у нас классно и потрясающе. А здесь нужно быть максимально приземленными для того, чтобы не натворить то, что потом придется разрешать. 18 июля это суббота, Луна по-прежнему в знаке Девы, но в абсолютно гармоничном аспекте с Солнцем, еще с ретроградным Меркурием, но уже такая широкая квадратура с Марсом, то есть здесь агрессия уже наша будет уходить на нет. Если будем приземленными, четкими, понятными, хороший день для того, чтобы сходить на какие-то спа, релаксы, отдых, особо не включаться, отдохнуть, расслабиться, поговорить с нужными людьми, встретиться с нужными людьми, с родственниками, с родителями. Очень хороший для этого день. Вторая половина дня вообще супер классно, идеально для того, чтобы вот так вот провести гармоничный день, отдохнуть, побыть на природе к вечеру. Хорошая история там посетить какой-нибудь спа, релакс, можно даже бьюти-процедуры. Старайтесь такой держать спокойный, уравновешенный темп, и тогда все будет хорошо. Бежать в этот день не стоит. 19 июля – это воскресенье. Луна перешла в знак Весы, и я могу сказать, что эту конфигурацию я уже видела. Эта конфигурация только с Венерой у нас будет 12 августа, когда у нас включится коридор затмений. Только сейчас у нас Луна в оппозиции с Нептуном и Юпитер в оппозиции с Плутоном. Это очень такая точная конфигурация, которая говорит о том, что Луна уже перешла в знак Весы, когда нам хочется такой красивой картинки, когда нам хочется казаться, но не быть, когда нам хочется верить в то, чего, возможно, на самом деле нет, и, скорее всего, нет, и мы его надумываем, потому что нам сложно, например, сделать этот выбор, принять какое-то решение, хотя аспектов для дальнейшего роста, развития здесь предостаточно. В чем суть? Луна в точной оппозиции с Нептуном, с ретроградным. И это история про наши желания, про наши иллюзии, про наши мечты, которые мы, возможно, когда-то предали. Возможно, мы за какой-то красивой картинкой по-прежнему движемся вперед, либо наоборот мы где-то остановились и забыли вообще про себя, потому что на этих аспектах начинается у нас коридор затмений, в котором, кто уже смотрел свои гороскопы, уже вышло для 4 знаков, это рыбы, девы, стрельцы и козерог. То есть здесь история движения вперед и рост в августовском коридоре затмений. И сейчас я хочу сказать, что вот этот период с 19 июля, он такой заряжает нас ускоренно двигаться к своим целям и планам. Тем не менее, мечты – это потрясающе. Но у нас Сатурн именно 19 июля, точный аспект Сатурна с Марсом – это гармоничный аспект движения вперед. Внедрение в свою жизнь плана, тот самый, который мы боимся делать, каких-то полезных привычек. Очень хорошее время для внедрения в свою жизнь полезных привычек. Начать двигаться в своей реализации, в своем развитии, в своем заработке денег. Потому что двигаться в новое не бояться. Потому что Луна в гармоничном аспекте еще с Ураном, и эта тенденция сохранится. Также Солнце с Луной в гармоничном аспекте. Здесь, дорогие, могу сказать, что еще и Луна в потрясающем аспекте с Плутоном. Это воскресенье. И когда Луна в гармоничном аспекте с Плутоном, это у нас есть невероятный эмоциональный ресурс для движения вперед. То есть это наша личная эволюция.
да, без противоречий, никак, точная оппозиция Юпитера с Плутоном. Кого-то будет раздражать новостная повестка, кого-то будут раздражать мелкие ссоры, скандалы, кого-то будет раздражать гигантская волна увольнений, сокращений, потеря социального статуса, потому что Плутон разрушает Юпитер, и здесь будут меняться очень много жизни у людей, не будет такое ощущение, что что-то прям пошло не так, и что же мне с этим делать. Не надо бояться, не надо волноваться. Эта неделя в прямом смысле для того, чтобы начать идти и строить тот путь, который вы хотите, который всегда хотели, давно хотели, но почему-то про себя забыли. Ищите нужных людей, классных людей, входите в какие-то сообщества, кружки по интересам, неважно, спрашивайте у друзей, у знакомых, потому что Луна в знаке Весов в воскресенье и в понедельник, следующий день, 20 июля, это понедельник, Луна у нас тоже будет в Весах. И здесь, конечно же, нужно сделать как можно больше для своего такого развития. Эта неделя очень продуктивная, заряженная, эмоционально аспекты гармоничные, гораздо гармоничнее, чем недели следующей. Вот там будут поистине раздражающие аспекты. А сейчас у нас еще такой большой плацдарм, взлетная полоса для того, чтобы двигаться вперед и развиваться. И если что-то в вашей жизни на этой неделе пойдет не так, не надо отчаиваться, надо реализовывать свой план и идею своего дальнейшего развития. Вот такой гороскоп, дорогие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, а я в режиме свободного времени на них отвечу. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.